Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в эту пятницу вечером вы нашли время для того, чтобы хорошенько пошуметь. Ну, не так, может быть, хорошенько, как мы это делаем по воскресеньям. Обещаю, слишком по 2-3 часа долго времени не занимать, но тем не менее, общения это не хватает. Давайте общаться и шуметь по поводу всего того, что произошло. И я уверен, что все эти шумляне, от слова земляне, которые отовсюду, им есть о чем сегодня поговорить, и некоторые вещи нельзя просто, ну вот просто нельзя и невозможно оставлять как позади, в стороне или без нашего с вами внимания. Потрясающие комментарии вы даете. Все традиционно. Мы начинаем с игры в города, голосуем в вопросе, в конце подводим итоги и общаемся двумя, даже нет, тремя путями. Первый путь — это закрытый клуб зрителей Шелеста. Вступайте, интересуйтесь, в общем, общайтесь друг с другом. Это закрытое сообщество в Телеграм. Туда можно задать вопрос. Также заблаговременно его можно отправить на предложку. Рубрика «Колобок. Куда мы катимся?». Люди, кстати, вот по поводу этой предложки, это же уникальная история. Во вторник, во время эфира, человек из Черниговщины прислал видео, как там, да, издеваются в Десне над проходящими подготовку, даже без формы, просто ползущими, вот это, насмотрелись вот этих сериалов всяких, знаете, вот эти с котиками там, со всеми на свете, и вот давай, мол, и давай, и вот, вот это вот они ползут, а потом же это все фейк, снято, срежиссировано, ну а сегодня вот там есть Мирослав Олешко, блогер, он выкопал оригинал, то есть полное видео конкретного человека, короче, это не фейк, вот так и обучают армию, так вот это вы прислали в рубрику «Колобок. Куда мы катимся?» первыми до того, как это вообще поднялась вся эта волна, поэтому спасибо вам большое, это общение тоже очень ценное, тем более оно такое, знаете, интимное, приватное, и, в общем, предложка тоже как бы, да, это вот не для всех, поэтому человек пишет письмо, прикрепляет какие-то файлы, что-то, и это мы обсуждаем и об этом тоже шумим. Ну и, конечно, чат трансляции, с чатом трансляции пообщаемся 100%, и я всегда очень радуюсь нашему общению с чатом трансляции, тем более, что чат у нас, ух какой, вообще издалека люди смотрят, и я очень благодарен, что игра в города вас объединяет. Значит, с нами Калифорния шумит, Красный Лиман шумит с нами, Шелест, давай анекдот, есть такой населенный пункт, значит, Сакраменто, Калифорния шумит, Ферне Вольтер, Франция, ух ты! Значит, Тбилиси шумит. И, конечно же, Алмата шумит, Ульяновск, Москва, Бат, Словакия, Братислава слышит вас, Александр Мафыч, привет вам тоже, Хмельницкий, Швейцария, Хмельницкий, Швейцария, вот это часто такое, вроде как с Хмельницкого человек, но он в Швейцарии, поэтому пишет. А есть еще, потому что все-таки на территории Украины заблокирован, да, вот непосредственно YouTube-канал, пишут там Жмеренко, Уганда, например, да, то есть на какую страну поменяли. С нами Литва, Харьков, Узбекистан, Анджиман, шумим из Испании, Севастополь шумит, Балашиха шумит, Санкт-Петербург, Ялта, Харьков, Акерман, Запорожье, Киев шумит, Хошимин, Вьетнам, вот так вот. Спасибо большое, в Грехен, Швейцарию, Обнинск шумит. Вообще вам спасибо за поддержку и хорошие добрые комментарии. Смысл игры в города не в том, что там я сижу и 5 минут вот это читаю, откуда вы. Это очень важно, чтобы понять, каким составом мы шумим, что мы можем предложить на эти обстоятельства, которые не обсасываются со всех сторон, а просто клеймятся какой-то ерундой, не смакуются, не даются какие-то аргументы. А то, что мы разбросаны по всему свету, это как раз-таки плюс аналитики, восприятия вот этого всего происходящего. Этим, в принципе, каждый шум мы и занимаемся. Всем большое спасибо. Одесса, привет в Одессу. Смотрим с Банковой. Хватит над нами угорать, Шелест. Ну, понятно, что это шутка, но тем не менее, спасибо вам большое за эту шутку. Там другая умора на Банковой. Лещенко посадили, представляете? Ну, разберем. Дальше. Тут, который железнодорожник за коррупцию, на взятки. Ой, ты что. Значит, спасибо вам большое. Сергеев Посад. Саша, привет. Спасибо большое. Значит, Волгоградская область шумим, Ашхабад шумит, Харьков, Ирландия, Молдова с вами. Спасибо большое, что смотрите из Молдовы.
Друзья, смысл игры в города — это вы ставите лайк, если слышите что-то рядышком с собой, или свой населенный пункт, или свою страну. И это всегда очень помогает и поддерживает. Значит, опрос нашего сегодняшнего эфира, он такой. Вообще я предлагаю подумать, да, куда все идет, и, как говорится, ну, опять-таки, тут я знаю, тут есть люди, они такие, вот они, Шелест, ты говорил, все идет к миру, а к миру ничего не идет. Во-первых, мир будет внезапный. Во-вторых, мы сейчас как раз видим вот эту очень серьезную кавалькаду, очень прям вот, знаете, как канонада прям, как отстреливают вот эти поводы информационные, чтобы ни в коем случае никаких не могло быть подвижек. Но вот, в общем, сегодня Зеленский произнес такую сентенцию, он произносит не в первый раз, и я уверен, не в последний, и не только Зеленский, и команда там его, и на Западе есть очень заряженные товарищи. Ну, вы только представьте, если Линдси Грэм подает опять законопроект, ну, как опять, новый законопроект в Америке у себя, о том, чтобы взять и... Простите, конечно, но вот это вот все, то есть забирать активы там, да, как бы российские, в общем, там вот ударить по России, да, вот полное там. Вы что? Куда ты, Грэм? Ну куда ты? Причем 300 миллиардов этих активов, они в Европе, и там основной держатель Бельгия, а Бельгия в шоке. Говорит, ребята, какие активы, вы что, к нам вообще, там никто не сунется больше никогда, если мы так сделаем. Ну, это как бы отдельная история, санкционная, там Европа сегодня продлила санкции. Так вот, Зеленский выдает на гора сентенцию. Смотрите, Путин хочет забрать всю Украину. Всю. Да и вот полностью. Помните фразу «до последнего деда в последнем селе»? Я раньше не знал, что это про мобилизацию, это звучало раньше патриотично, да, что он говорил, что мы будем воевать до последнего деда. А сейчас он говорит, что Путин будет воевать до последнего клаптыка земли, да, вот маленького кусочка земли всей Украины. Вот вы с этим согласны или нет? Опрос наш сегодняшний именно так и звучит. Хочет ли Путин на самом деле занять всю Украину? Да, иначе зачем вообще это все было растевать? Нет, только 5 областей. По Днепру разве что, или беззападной. Смотрите, исключительно географическая история, да, претензий и, скажем так, продвижения Путина, куда он идет. Никаких тут подтекстов нет, поэтому куда он идет, то есть вот что он хочет забрать. Зеленский вообще говорит, все надо забрать. Ну вот есть такой вариант ответа, в общем, голосуйте, друзья, очень интересно, что вы думаете. Саша, привет из Москвы, привет Москву. Братск шумит, Юпитер, Сомали, Харьков. Поселок Жуковского не дремлет, да, спасибо большое всем, что пишете, всем, что пишите, откуда вы. Купянск, Париж, ну вот, да, Купянск, Париж. Ну, этот человек, видимо, пишет, откуда он, потому что в Купянске в самом сейчас бои, и вот это вот четко проворонили. Деревня шумная, вон тоже шумит. Четко проворонили командование. И, в принципе, как бы сейчас бои в самом городе. И, ну, на самом деле мы не знаем, да, куда там оно продвинулось. То есть, вполне вероятно, что, как и многие другие населенные пункты, которые нам рисуют на карте вот так, а по факту немножко по-другому. Но жизни там нет. Интернета точно, и шум смотреть возможности нет точно. Но, тем не менее, спасибо, что пишете Купянск. Кёльн с вами, спасибо большое. Турция, Лев. Спасибо, Лев. Москва, да. Кремль. Ну, если Банковая смотрит, то и Кремль, пускай смотрят. Александр Афины с вами, спасибо вам большое за то, что вы с нами. Родина Ленина, Ульяновск. Прекрасно. НАТО шумит. Слушайте, ну раз НАТО зашумело, тогда давайте и мы пошумим. Всем большое спасибо и за суперчаты, суперстикеры, если в вашей стране это возможно. Поддерживайте канал. Благодарен очень, но самое главное это лайк, хороший добрый комментарий. Подписка, если не подписаны. И, конечно, давайте приступим. Значит, начать я хотел бы все-таки с очень... Ну, давайте глубокомысленно начнем. Мы редко там начинаем глубокомысленно, но давайте попробуем. А все не просто так, потому что это вот прям выходит в какой-то новый уровень, отталкиваясь от опроса, там, чего хочет Путин. Смотрите, вот свежая цитата Путина, да, вот прям в российских новостях показывают. Человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат нам опорой. Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожит своими близкими, понимает свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним.
Почему я это показываю? Смотрите, мы, по-моему, ну как мы, не все мы, я всех не обобщаю ни в коем случае, мы немножко забываем вообще понятие слова там дружба, да, вот эти вот новая реальность. Это как бы не эгоисты, да, ну как бы это инноваторы, знающие свои... Это вот, знаете, вот такой, это вот то, что Зеленский очень часто, помните, употреблял, а его всячески били, я наверное, так догадываюсь, я не знаю точно, ну, мне кажется, били по рукам, это вот адженда. Вот это вот то, что сейчас звучит, это адженда, понимаете, это видение, мнение, так, взгляд вдаль. А, И вот тут ты начинаешь там эгоизм, там поодиночке, общность. То есть это то, что вообще, зачем нужна власть, да, любому человеку. А, Я так понимаю, что где-то на определенном уровне это началось еще с Китая. А, Очень больно уколола Зеленского эта история. Причем лично на таком уровне, ну, какого-то восприятия. Сейчас объясню, что я имею в виду. Это прям читалось сегодня. Значит, сегодня там, гости же каждый день. Он то Стуба встречает, привечает, то там всяких, скажем так, разных гостей там из Британии, даже вот поговорим, посмотрим, как принц Гарри приехал, и они все вот это вот вереницей, побольше, поменьше, всех вот привечают, куча делегаций, закрывается центр Киева, вообще проехать невозможно, но потому что партнеры приехали поддерживать. В чем проблема? Его цепляют вот эти вещи. Это вот как человек, который немножко не догоняет, и злиться на то, что он не догоняет. Это где-то вот, наверное, вот как компьютер, да, вот когда вот есть, например, там люди в возрасте, они уже не хочу ничего, две кнопки нажал, да и все. Поэтому телефоны, почему телефоны очень популярны? Проще. Там зашел, пересмотрел, даже вот по статистике YouTube нас смотрят, шум в основном с мобильных телефонов, ну, немножко планшетов и чуть меньше вообще телевизоров. Хотя это все очень простые вещи. А вот персональный компьютер. Человек старой формации, вот от него плюется. Путин, кстати, тоже такой, хотя пользуется компьютером, но в соцсети не ходит. Так, по крайней мере, рассказывали очень много там источников. Папочки, да, вот это вот немножко другой подход. И вроде как можно сказать на него, что, ну вот, что он старомодный. Да, ну, это старая дружба какая-то, о чем это вообще? Но это компьютер власти. Это вот как рабочий стол, мышка, зашел, кнопка пуск, программы, скачал. Вот это то, что там раздражает, например, старшее поколение или раздражало там, ну, лет 15 назад, да, когда это только получалось, только появилось, а у них не получалось. Я думаю, что все сейчас научились, там плюс-минус понимают, да, как куда в компьютере. Это просто пример привожу. Зеленский в роли вот этого старика, которому подсунули вот этот компьютер. Он очень классно играет в стрелялки, он очень потрясающе может там по сеанс-косынку сидеть, перекидывать. Ну вот, но что-то сделать, что-то создать, загрузить этот компьютер мощностью, да, чтобы там сгенерировать что-то или там собрать в какой-то сложной программе, он не может. И его это бесит. Он раздражается. В Китае, да, Тяньцзине, в Пекине, на параде, скажем так, в этих общениях, вот там же все сквозило об этом. Там не просто, а как в государстве управляться, там миропорядок обсуждали, а мировой. И он там был упомянул, ну, упомянул его Путин. Это же было унижение. И вот он решил зайти на территорию, ну, скажем так, такую, ну, вот это вот, разговор вершителей судеб. И это прозвучало максимально некорректно в условиях кровопролитної війни, которая идет 4-й год. Усі ми можемо знайти інформацію про вчителів Путіна. Російські О как! Учителя Путина стали темой, ну, то есть части выступления. Учителя Путина заинтересовали Зеленского. Наверное, я хотел взять пару уроков, по всей видимости. пропагандисти дуже часто любили показувати його вчительку німецької. Людина досвідчена і видно, що пишалась своїм учнем. Вона навчила Путіна німецької, але не змогла навчити його бути європейцем.
Вот как это? Ну вот как это? Как это не смогла? Она пыталась его европейцем научить стать. А при чем тут европеец? Ну, опять-таки, европеец... А кто такой европеец? Европеец, получается, это высшая раса, к которой все должны стремиться и учиться быть европейцами. Кто об этом сказал и когда? Нет, есть раса европеоидная. Я в школе об этом учил, да? То есть, ну, раса, да, там монголоидная, негроидная. То есть, это расы. Ну, то есть, ничего такого. Но быть европейцем, вот же ж как. Это каким европейцем надо быть? И каким надо... Давайте посмотрим на Европу, да? На нее ж можно тоже по-разному посмотреть. Да, был период, когда там они стали эпицентром такого роста технологий. Хотелось у них учиться, познавать, наука, техника. Но с другой стороны, сколько было веков немытая эта Европа, необразованная, неграмотная, ну, просто варварская, да, то есть ужас, что происходил. Поэтому тоже говорят, давайте европейцами быть. Слушайте, ну давайте, а Путин почему этого должен хотеть? Но тут другое. Ему очень интересно учителя Путина. Да, вот кто же эти учителя? Там тренера под дзюдо вспоминал, говорит, бандитами. Мол, ну не у всех же россиян, так риторический вопрос. Зачем он это делает? На кой ему это? Все просто. Попытаться кольнуть, вот попасть в эту красную папочку. Попасть в эту красную папочку. Ну, мол, про Путина там что-то сказал, а тут должен прочитать. В общем, Зеленский срывает переговоры, стало это очевидным. Сегодня Трамп выходит на Fox News, и понятно, что топ его сообщений это пойманный подозреваемый в убийстве Кирка, Чарли Кирка. Ужасная на самом деле история, и ну, там, это просто кошмар. Но тем не менее, то есть он среди журналистов, и его, в принципе, и спрашивают, да, там, а что с Путиным там делать, там, да, вы там разочарованы, как обычно, я разочарован, все, ничего нового. Говорит, сначала Путин хотел, Зеленский не хотел, потом Зеленский захотел, Путин не захотел, а потом они вообще не захотели. Короче, вот не получается у него, но тем не менее все идет к концу. Ну, это Трамп, это такая стилистика, да, манера вот это, бросать вот эти мячики в публичное пространство. Так вот, о чем идет речь? Зеленский всегда хотел походить на Путина. Всегда тянулся по лекалам, примерам России и Путина. Они все смотрели всегда на Россию, копируя политические подходы, там разные, там, Жириновский же это был вообще просто, да, вот это ж надо было так. Поэтому там в Украине там слепили какого-то Ляшко, все слизывают, все пытаются как-то понять. Понятно, что в Украине, ну, немножко бурней, да, бурлит больше, да, политическая жизнь, в России, понятно, не так, но система управления и модель они хотят вот перенять, скопировать, как вот китайский автопром копирует немецкую модель. Но это опять-таки пример лет 15 назад. Сейчас наоборот. Сейчас как бы вот и время это ушло. И Зеленский с этой войной не понимает только одного, что он теряет время. Время. Вы скажете, жизни, там, разрушения. Это его не... Время он теряет. И то, что он сейчас вот копается в учителях Путина, простите, это вот как бы он с высоты, это он уже дожил, дорос до этого уровня. Правда, есть одна нескладуха в той же, ну там, китайской праздничной встрече на параде, они же там общались с Си Цзиньпином о чем? О технологиях, биоинжиниринге, ну вот эти там, медицина, как прожить до 150 лет. Мне почему-то кажется, Зеленский не думает, как прожить до 150 лет. Он не думает вообще, как ему нужно ухватиться, ему нужно поравняться с Путиным. Вся эта затея, чтобы давай быстрее встретимся, я приехал в Анкару, я тут, Путин, приезжай, это ровно для того, чтобы с ним поравняться, сесть за один стол. Только он уже будет не просто комик, который приехал выполнять подписанное Порошенко что-то, и в конце концов его кинули, да, то есть Путина, об этом Богдан признавался, а это уже будет как бы испепеленный войной, вот этот вот сквозняком из окопа надутое лицо, вот это он будет это исполнять, понимаете? То есть ему вот это нужно.
у него уже есть бэкграунд, он уже пересидел свой срок, но тем не менее идет война, и он лидер. И, в принципе, Россия как бы говорит, да, давай, будешь лидером, главой администрации. И вот он как глава администрации хочет, он это всех получает, вот эту легитимность, вот эту инъекцию легитимности. Ступ приехал, кто бы ни приехал, но надо от Путина, вот кровь из носу. Поэтому он его цепляет. Смотрите, задача вот эти все истории с сегодняшними учителями Путина, чтобы Путин что-то ответил. А Путин ты, что ты будешь делать? Сидит, рассказывает, там, стоит в Петербурге, это была, да, встреча, стоит, говорит, дружба, нужен новый подход, чтобы это было не эгоизм, а вот, но тем не менее, корни надо помнить, но идти вперед. Вообще, о чем он? Война же, мы же должны тягаться, соревноваться, мы лидеры, а народы типа там, ну вот в окопах, это же вот так должно выглядеть. А у Путина выглядит по-другому. Очень интересно про эти учителя он высказался. Очень интересно. Что касается шуток, то у Зеленского они удаются все слабее и слабее. Сентенции подтягиваются по уровню к шуткам. То есть раньше он шутил хорошо, умничал плохо. Сейчас и шутит, и умничает не очень. Зеленский пошутил на форуме ЕС. Пинчуковский форум. ЕС, Ялтинская, в общем, безопасность, да, security, в общем. Шутит, причем шутка такая, бородатая стала. Келлог – лучшее ПВО. Лучшее ПВО для Украины. И говорит, даже гражданство дам, паспорт выпишу, приезжай, квартирку тебе куплю. О, слушайте, тут же у Артемия Лебедева квартирку какую-то, 2, по-моему, да, в Киеве отжали. Ну, забрали. Так можна Келлога поселить і дочурку. О, буде нормально. Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келлогу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірше, так, ніж... Это, конечно, это все. Зубы стуба – это все. Значит, ну, на Стефанчука я вообще не хочу смотреть, конечно, да. Это вот хозяин форума Пинчук сидит, зять Кучмы, все нормально. Но ступ – это украшение стола. Это просто все. Вот это вот гольфист, партнер Трампа по гольфу. Он вообще понимает, куда он попал вообще, да? А ему что там еще в ухо перевод дают. Значит, есть ПВО не хуже Патриота. И это Келлог. Эй, зубы сушит. Ніж Петріоти. Так. Ну, про це дійсно, пане генерале, кажуть, щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кіт Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. А чему вот они радуются? Вот это вот, понимаете, вот я вот вообще не могу понять. То есть, ладно, там Трампу все зализывают, пока не срастется, ну там, отверстие, понимаете? А этого чего? Вот это... Или он правда так хорошо шутит, или они думают, что он хорошо шутит, ни хрена не понимают, он же на украинском говорит. Или действительно это вот эти создают атмосферу, Ермак, вот это, там, Келлог, вот это все. Что? Так это же ужас! Ну вот, если ты человек, ты политик, ты думаешь, в смысле, какой нахрен Келлог? Я не могу спокойно выспаться, потому что у меня нет Келлога. Так что каждой бабе по Келлогу давайте, да? Ну как это? В каждый населенный пункт по Келлогу. Опять-таки, дискриминация идет вот этих регионов, там Киев, не Киев, подождите. Только что же пережили масштабный удар от этого, от Польши вообще еле отхаркиваться будет долго, причем там еще геополитически, сейчас подойдем к этому. Ну чему они радуются? Приехали и радуются, смотрите. Ну, хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. І ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Келлогов он хотел бы несколько. Для страны. Даешь Келлогов для страны, понимаете? Вот это я понимаю. Келлоги нам нужны. То есть какой-то лютое какое-то непонимание того, что происходит. На этом фоне
происходит нечто между Украиной, Белоруссией и Польшей. Значит, в чем нечто? Ну, во-первых, сегодня приехал, про принца Гарри отдельно, сегодня приехал Сикорский. Значит, вот эта вся история с дронами, не буду там пересказывать, все это ее знают, залетели дроны, герберы без боевой части, типа разведка. Одни утверждают, что, собственно, ну, Туск уже выдал, говорит, значит так, значит, те, кто говорит, что это украинцы отклонили, это все вранье. Это все российская пропаганда. Туск, Сикорский об этом говорят. Значит, есть четкие какие-то доказательства, что прямо это русские пускали с российской территории, летели через Беларусь и вообще Украины не касались. Это вообще другие дроны. Так, подождите, если вот такой маршрут, то это означает, что... Так, подождите, сначала была Россия, там Беларусь, Украина, Польша. Не так. Значит, Россия, Беларусь, Польша. Тогда это касается учений Запад-2025. Нет, подождите. Так, а какой маршрут был? Никто не говорит о никаких маршрутах, потому что, ну, единственное, что фиксируют обломки, да, и там вот один гербер одна залетела, вообще там посреди Польши упала. Туда аж далеко-далеко. Ну и там начинается. То есть расследования никакого нет. Заметьте, никакого расследования. То есть российская сторона говорит, окей, вроде наши, давайте подумаем, как, что и как. Польша, мы ж не против. Они говорят, там мы тоже не против. Но нет. И давай накручивать истерию, чтобы получать деньги. Не буду ерничать над процентом ПВО, сказал в предыдущих эфирах в интервью, потому что, ну, первое, что надо понимать, еще не умеют там нагло врать о том, сколько они сбили, сколько не сбили. Накрученные, конечно, немножко цифры, вот эти там 2 миллиона, 4,8 миллиона потратили, чтобы сбить 10 этих дронов, и то их было не 10, а меньше. Нет, смотрите, у них есть и ракеты АИМ вот эти, и F-35 возможности, и F-16. Более того, открою страшную тайну, Рафали хочет отправить Макрон. Представляете? 3 Рафаля, 3 самолета туда, на восточные рубежи, на восток идем. Ой, как... Ну, понимаете, в чем дело? Вот все говорят, Макрон, Наполеон, там вот это все параллели проводят. Ребята, нельзя проводить эти параллели. Я залез в комментарии под твит Макрона о том, что мы, ну, в общем, решительно осуждаем вот эту историю с пересечением границы и отправляем 3 Рафаля. Боже, что ему пишут? Что ему пишут? Его уничтожают. Говорят, какие 3 Рафаля? Во-первых, что они там решат, эти 3 Рафаля? Это раз. Во-первых, там это получается 3 человека. Значит, Украину, значит, засыпают дронами, тут 10 залетело, и ты Рафали посылаешь уже. Ты кто, Макрон? Что у тебя происходит внутри? Давай как-то реагируй. Трус, 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 трус. Повторяют в комментариях вот все вот эти французы, которые там реагируют на его публикацию. В общем, жидко обделался Макрон с вот этим предложением про Рафали, вот этим всем, ну, из Сирии вот этой. Но она живет. Люди, даже которые там, они... Ну, сначала ты думаешь, что человек просто нагадил на пол. Потом он начинает это растирать, и это превращается в перформанс. То есть они продолжают, и люди сначала возмущены, фу, воняет, а потом начинают принюхиваться, привыкать, и им начинают впаривать, что это еще и красиво. Ну, мол, высокая политическая игра. То, что правительство, ну, это же просто цирк. Лекарню выходит и говорит, ну, у них там во Франции, говорит, слушайте, надо, наверное, скинуться на ПВО. Вообще надо скинуться на армию, на вооружение с личных средств. Слушайте, ну Россия под боком у Франции. Россия под боком, ну сейчас как нападет, сейчас надо скидываться. Скидываться и вот на солдат, на вооруженные силы, на обеспечение. Давайте скинемся. Я говорю, елки-палки, так это же в «Слуге народа» было. Там тоже надо было всем скинуться, кто сколько может, кто богатый, кто бедный, но все скинулись и погасили долги МВФ, потому что они тянули страну вниз. Так а тут что тянет вниз? Тут тянет вниз Макрон. И от него там политики Лекарню, да, вот предлагают вот эту историю. Ну, то есть абсолютная дичь. Вернемся сюда, ну, то есть в эту историю. Значит, пока Келлог
улыбается, хохочет на конференции с Пинчуком и Зеленским над шутками самого Зеленского, рядышком, параллельно с вот этой накачкой, да, вот этим накачкой истерии военной, немножко севернее, у Лукашенко гости. Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть, и позвольте мне зачитать это письмо от президента Трампа вам, уважаемый господин Лукашенко. Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Это, конечно, реакция вот это все потом даже не важно. Вот это вот. Ну, она какая-то такая, не знаю, такая. У меня дед так делал, понимаете? Вот это дальше можно не слушать, понимаете? То есть ответственный момент. Смотрите, на самом деле же история очень тяжелая. Там беспилотники, тут учения с ядерной компонентой. Это все угроза. Перекрыли там воздушное пространство, границу с Польшей закрыли, Литва там тоже, мы тоже закрываем. Ну, типа безопасность, чтобы там мышь не проскочила. Вдруг они попрут там на Сувалдский коридор, например, да, поучились и поперли. А если будут бить еще такие, ой, опасность. Тут Украина подбрасывает дров. Вот смотрите, дроны, давайте мы научим вас защищать страну от дронов. Ну, вы-то научите в статистике просто писать, куда сколько попало и сколько сбило. Просто пишите, все сбито. Поляки, не надо, не ведитесь на это. Все сбито. Ну, оставьте там штук 20, может, да, если их там 4 сотни. А так все сбито. Вот вам все, научились бороться с дронами. И вот эта вот реакция, понимаете, и напряженная обстановка. Коула отправляет Трамп в Минск. Отметим, хотя у нас не принято там в Беларуси. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна, и мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш, подпись президент США. And he signed it Donald. That's a rare act of personal friendship. И, господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко, президент США, подписывается так, первым именем своим. Это особый знак дружбы. Вот так вот. Понимаете? Пока вот это все суть до дела, пока вот это все закручивается, у Лукашенко сектор приз. Что он делает? Ну, что нужно? Да? Жест, 52 человека на выход, вот эти все узники, там все это, давайте. Ну, пример, простите, пожалуйста, Тихановского, при всем там уважении, понимании там, ну, действительно, события такие были, своеобразные, да, очень там, шатун еще тот, и многих людей и силовики пострадали, и вообще, ну, многих людей запудрили мозги, то есть это была похожая технология, но тем не менее, при всем уважении, но вот Тихановского выпустили, да, и стало как-то аж веселее, понимаете, с оппозицией. И сразу как-то вот о Беларуси заговорили, только не в том ключе, в котором хотят вот эти белорусские оппозиционеры. Жена вообще не справлялась. Вот если надо знать что-то о белорусской оппозиции, это Тихановский. Причем он недавно в Штаты съездил, а тут сразу Трамп увидел Тихановского и отправил Коула к Лукашенко мириться и договариваться. О чем договорились? Заложников, ну или как режима, да, правильно, заложники режима, короче, заключенных отпускают, посольства открывают. Причем я встречал, может, некорректный там перевод, но, в общем, я встречал информацию, как и в Минске, посольство в Минске, США. Ну, так и в Вашингтоне, пожалуйста, по Америке, посольство в Беларуси. Представляете, какой кардебалет? Просто что-то неимоверное. Это сектор приз. Якубович уже потирает усы. Там, что ты выберешь, деньги или приз, понимаете? Ну и по всей видимости,
на Лукашенко приз свалился политический, и он в этом смысле делает очень выверенные и правильные шаги. А где Украина? Да вот там Украина. До сих пор Лукашенко не называют президентом. Чего так? Ну, МИД же у нас там правила строгие. То есть Украина не называет Лукашенко президента, а Дональд Трамп ему пишет «Дональд», что является как бы вершиной дружбы. В чем дружба? Сняли санкции, ну как сняли, приоткрыли вот эту форточку снятия санкций, не на все, ну, с белорусских авиалиний. Теперь все четко видят и понимают, ага, с Беларуси можно летать куда? В Америку. Через что? Посмотрим. Там через северный путь, ну, в общем, на восток или на запад. На запад, думаю, вряд ли там не пропустят воздушное пространство, ну, через Россию будут летать. Фактически, а как летать через Россию, спросите вы? Да элементарно. Полетел самолетик. Можно рейсы прям делать, да? Вообще легко. Белорусские рейсы вот в Америку, пожалуйста. Плюс другие еще очень разные интересные возможности. На фоне того, что растет товарооборот. Растут там яйца, соя, другие компоненты. Прям вот торговля растет как на дрожжах за это лето. Между Россией и США по отдельным позициям. Прям в сотнях процентах растет. Ну и пожалуйста. Что, собственно, делает Польша? Это отдельный вид политического лицемерия. Туск, понятно, его слышали много, ну, такое событие, представляете, там 4-я статья, 5-я статья, то есть там до 5-й не дошли, ладно, пускай будет 4-я, потому что там мы не считаем, что это нападением, мы считаем это провокацией, окей, потом дальше, мы не считаем, что нужно разрывать дипломатические связи, а там же были готовы, ну, в Киеве говорили, давай, Сикорский, давай, скажи что-нибудь. Не, он там наговорил, что мы уверены, все, кто называет, что это Украина, значит, он агент Кремля, ну, запустила дроны, да, это агент Кремля, у нас есть доказательства, мы нашли сим-карту, я вспомнил сразу вот эта флешка для Гааги, в общем, замечательная история. И вот Сикорский приезжает и не хочет разрывать дипломатические отношения, представляете? Це вторгнення російських дронів до нашого простору – це момент істини, тому що вони... Смотрите, Туск говорит, это типа не вторжение, это провокация, там Литва кричит случайность, Трамп вообще никак не отреагировал, фу, да и все. Ну, не знаю, как реагировать, нет, ну, вообще неопределенно, все в шоке, как отреагировал Трамп, никак. Ну, имеется в виду, что да, это плохо, да, вот вторжение там в воздушное пространство, ой-ой-ой, ну, я не хочу не вставать ни на чью сторону, ну, мол, это плохо, это там не должно повториться. Работа Министерства иностранных дел это вот завернуть вот это дерьмецо в обертку, чтобы конфетку подумали, что принесли. Говорит, это не вторжение. Точка. Это не вторжение. Все. Но он же продолжает. Это момент истины. О, слушайте, сразу так хочется прямо. Истина, давай. Вот сейчас решающий бой, давай. залетіли до нашого простору не з України, а з Білорусі. І йшлося про процес, який тривав 7 годин. Тобто це було не випадковістю. І хто говорить, що це була українська провокація, знаходиться... 7 часов. Украинская провокация так долго длиться не может. 7 часов. Вот тебе аргумент. Симки, 7 часов. Нормально. Это не Украина. Это провокация российская. Момент истины. С Беларуси залетели. Это с какой Беларуси? Где он этот... А им, наверное, вышел Лукашенко вот так вот и махал письмом Трампа с надписью «Дональд». Під впливом російської пропаганди, я думаю, що нам необхідно бути дуже акуратними і не повторювати цю інформацію, і не допомагати в поширенні фейкових новин. Ми певні того, що це були російські дрони, і це була російська операція. Вот так вот. Российская, потому что российская. Все. Других вариантов нет. Ну, то, что там некоторые другие приводят. И американские, кстати, эксперты. В общем, все понимают. Но Зеленский же четко вышел и сказал, значит так. Все. Это россияне запустили, чтобы поляки испугались и не дали нам ПВО.
Что делает Зеленский этой манипуляцией? Он, понятное дело, берет на слабо европейцев, ну, поляки там не дают ПВО, европейцев, берет на... Вы испугались, да? Ах, вы боитесь Путина, не даете ПВО. Класс, крючок. Ну и, понятное дело, кто? Русские, потому что вот... кто? Мы? Нет, вы что, мы не имеем... Это война, вы видите, НАТО, дата. Где 5-я статья? Где 5-я статья? То есть, вот получается вот такая вот история. Не очень хорошая. Из, конечно, такого, ну вот, международного, из важного, это вот вообще отношение к Трампу. Смотрите, сегодня в Украине гости. Гости специфические. Конечно, там для попсовости приехал отработать номер принц Гарри. Да? Ему там писала Гардиан, что он приедет там заботиться об украинских всяких раненых. Ну, в общем, он во Львове там засветился, да? Потом все долго не могли понять, а что это было за фото, что это вывели, ждали, там вот это, как обезьянки вот это, да, на море, когда фотографируются, ну, вот этого принца Гарри, то есть вообще какой-то ужас, да? Ему там передали во Львове пакеты с мукой. Это что там в районе Пасхи что-то было. Пакеты с мукой, которая произведена из зерна, которое собрали на неразминированной территории. Или там типа только что разминированной территории, типа с риском собранное зерно, перемололи в муку и Гарри вручили. То есть там понты были. Ну, сейчас посмотрим в ближайшие пару дней, будут ли какие-то здесь тоже такие сообщения, публикации. Но приехал он знатно, конечно. Смотрите. Супер Роял Экспресс. Вот так подписали поезд, типа Супер Королевский Экспресс. Тут вообще ни хрена не понял. Примерно он сделал такое лицо, ну вы видели, да, как боксер, соперник Усика, как кто-то говорит, don't push the horses. Да, и он так не понял ничего. И это тоже Супер Роял Экспресс, два слова, дефис. Что не хотят эти люди, которые меня встречают? Супер Роял Экспресс. И стакан ему подарили с подстаканником. Ну, он взял стакан и довольный пошел. Все, вот это гость. Вот это я понимаю. Слушайте, вот это сувениры. Ну, раньше хоть там встречали какие-то там, я помню, там, караваи какие-то, сувениры, что-то еще. Ну, значит, то во Львов приехал, муки ему насыпали, теперь стакан. Слушайте, он будет вареники крутить, наверное. А что, водичка там, что там, кефирчик, ну, что для теста удобно. Там вот стакан, это ж очень удобно для того, чтобы, ну, вот это вот, кругляшочки эти на тесто. Нормально его там Гарри научат сейчас. Вообще странное какой-то, странный прием какой-то. Вроде как, ну, он отлучен от двора вроде, да, но все равно, но можно было как-то получше же принять человека. Приняли и стакан тебе. Иди в город, но помни, стакан у тебя. Какой-то цирк, просто ужас. Но зато же как рассказывают, принц Гарри приехал. Так вот так он приехал. На замученном вагоне. Да, после реставрации, но от этого он не помолодел, на вид даже, да, и стакан еще с подстаканником вручили. Потрясающе приехал. Ну, это, конечно, цветочки. Цветочки. Вот все гораздо глубже кроется. Тут даже уже вот этот ступ, который ржал, как конь, да, вот вы видели, сушил зубы от шутки про Келлога, он же тоже любил, он вообще приехал, походу, на какой-то такой двухдневный фестиваль КВН. Ну, там надо было серьезным быть один раз, там поклониться, ну, в центре города, поклониться тем, кто головы сложил за Украину, там этот ритуал такой, а так вообще ходит, смеется. Шутка Келлога. Я так почуваюся, що того тижня я більше збав часу з вами, ніж з власною дружиною. Ха-ха-ха. Я так чувствую, что я больше вообще за это время последнее проводил времени с вами, чем со своей женой, говорит Ступ. Что с лицом у Зеленского? Довольный.
4 дні в Данії. Летіли туди того тижня з Парижу. Того тижня я цілий день у Парижі, і ви мені на вихідні подзвонили, запросили на день раніше приїхати. І моя дружина приїхала переді мною, і я 5 хвилин вже був з нею в товаристві сьогодні. Ну, представляете, а куда жена там прилетела? Да на саммит же ж леди и джентльменов. Там, где Зеленская об образовании пеклась, Ермак сразу выходил, говорил, ух ты, ух, какие лидеры мощные у нашей страны, и первая леди, и первый ледь. В общем, все замечательно у них. Они там пекутся. Она делилась, говорила, что мои тоже дети страдают, бессонные ночи, школа, универ. Мы тоже вот переживаем, поэтому бомбоубежища. Надо бомбоубежища приводить в порядок, да, потому что мы тоже в них спускаемся. Поэтому очень интересно. Но кто еще приехал? Приехала еще одна очень интересная особа. Значит, эта особа, ну та, которая приехала, это непосредственно, значит, министерка иностранных дел Великобритании Ивет Купер. Значит, они очень много, ну как здесь пишут, видео какое-то, вот они там что-то общаются с ним туда-сюда. Что он пишет? Говорит, очень сильный сигнал поддержки. Значит, она новый министр иностранных дел. И, в общем-то, все вопросы с ней обсудили. Все обсудили. И дроны, и армию, и дальнобой. Там же новая тема у них. Они теперь, типа, разработка украинская, но будут собирать на британских заводах и отправлять в Украину за британские деньги. И это, типа, будет украинский дрон-перехватчик называться. Зеленский уже так мощно сказал, надо на 1000 дронов, 2000 дронов-перехватчиков. Ну, то есть 1 к 2. То есть 2 дрона так. Ну, вообще, конечно, не точно. Берешь дрон, оп, и он полетел и сбивает все. Не надо ракет, не надо ничего, дешевле, класс, это же такой новый прорыв. Короче, британские дроны, ну, украинские, британские, но украинские. Значит, и, конечно, дальнобойные возможности. И вот здесь интересно вот что. Спасибо Великой Британии, спасибо Великой Британии за сегодняшний пакет санкций против России. Нашел за что сказать спасибо. Ну ладно. Важно и дальше развивать это давление, чтобы российская военная машина в конце концов остановилась. Благодарен за финансовую поддержку Украины, а именно за выделение 142 миллионов фунтов стерлингов на зиму. На зиму. Вы понимаете? Зима, холода, одинокие дома. Понимаете, вот оно. 142 миллиона приехала, привезла ему. На зиму. А зима будет лютая, судя по всему, и он об этом знает. Потому что я вот просто всем напомню, да, ну, я считаю, мувитон, конечно, следить каждый день за Зеленским, ну, там, мне приходится, да, примерно. У него прям линия идет. Дайте на зиму, зима, зима. Мы тут ставку целую провели по зиме. Вот тут Свириденко должна что-то сказать. Вот это и все. Безуглая, кстати, ну, просто, ну, я, понимаете, к ней не очень хорошо отношусь, конечно, ну, к Безуглой. Ничего против не имею, но хорошо к ней не отношусь. Но этот ее пост, это, конечно, нечто. Это вот прям нечто. Значит, вот, она выкладывает. На фоне особенно это смотрится вот зумеров, которые собираются в Непале и в Дискорде решают, кто у них будет президент, да, там, или там они все погромили, теперь убирают эти непальцы. Говорит, видите этих девушек на фотографии? Это премьерка и министерка энергетики Украины. Премьерка, вот она, и министерка энергетики Украины. От них двоих зависит, как мы переживем блэкауты. Как в каком-то кино. Ну, типа, миллениалы в игре на выживание. Но это правда как какое-то кино. От них зависит, вот от этих зависит, как мы что там переживем, представляете? Ну, вот такие гости были. Вот такие вот гости.
Конечно, вот этот топ-новость, это вот этот хлопец, которого поймали и обвинили, ну, этот Робинсон, 22 года ему, он якобы стрелял в Трампа. Сопоставили камеры видеонаблюдения, там где-то прихрамывал, где-то ходил, где-то внешний вид, одежда очень интересная, патриотическая. Очень интересная история, как вот его задерживали. Опять-таки, смотрите, я не то чтобы там Фома неверующий, но давайте подумаем логически. Значит, сбежал. Вообще, как это все было? Выстрел. Один. Патрона было 3. Один выстрел. Попал в шею. Артерия. Не спасли. Там еще гравировки были очень интересные. Там антифашистские на этих пулях. Действительно. Во-первых, подготовился, нашел место, пришел вовремя, долго сидел Кирк на своем месте, да, типа легче, но тем не менее незаметно прошел, незаметно ушел. Какая-то вот история с этим дедом, который отвлекал внимание. Нашли, вроде нашли фотографии, не нашли бы никогда, но сдал его отец, пишет Нью-Йорк Пост. Отец сдал своего сына, когда узнал, ну, вот это вот, то, что он убил. Там еще священника приписывают, тот ему вроде как рассказал, у того была связь с шерифом. Короче, задержали его. Опять-таки, был ли это конкретно он? Вот сложно сказать. Нам публикуют там с видеонаблюдения, что там какой-то парень вот это вот все, капюшоне, там все это ходил. Ну, может, он просто ходил. Ну, там куча было этих студентов. Куча студентов были поза углами. Вот все мы тоже были студентами. Но некоторые студенты любили там, пока мероприятие идет, они там где-нибудь там за стеночкой там по своим делам. Ну, то есть непонятно. Будем как бы следить, что он конкретно скажет ли что-либо. Но Трамп уже ему выписывает смертную казнь. Все, высшая мера. Ну, за такое убийство, вот и все. Как убийца вот этой украинки, который слышал, что она читала его мысли в метро в Северной Каролине. Ну, так вот и ему. То есть все, смертная казнь. Ну, и это такой, знаете, новый этап вообще правоприменения. Это, кстати, очень интересно, когда на высшем уровне Трамп прям объявляет всем, вот за вот это смертная казнь, смертная казнь. Это укрепляет власть, любую власть. Всегда так было. Но это прям вот именно новый подход вообще к американской политике. И, судя по всему, американскую политику ждут большие перемены. С безопасностью, Трамп уже под пуленепробиваемым стеклом, с другими определенными аспектами. Ну и, конечно, будут за Кирка мстить. Патель говорил там, мы на страже, спи спокойно, в общем, увидимся в Валькале этой. Вэнс очень близок был к нему убитой. То есть там даже есть видео, где жена Венса за руку ведет по трапу самолета вдову Кирка. В общем, на самом деле начнется самое интересное. Очень начнется самое интересное. И я думаю, что демократы не могут там просто так оставить. Ну, а у Робинсона это не Робинсон. Ну, смотрите, у меня есть определенное сомнение. Понятное дело, нас убедят и скажут, что это так и было. Может, он сам скажет, что так и было. Может, и подтвердит, и будет расследование, и нам докажут, что это он все покажет, расскажет, и про пули. Ну, он действительно там был близок к демократам, ЛГБТшник, рост, в принципе, вроде нормальный, ну, как бы там, как все, вот так, молодняк, 22 года, ну, Америка. Но выстрел там со 152 метров один в определенный момент, как ушел, как где-то отвлекал, вот это все. То есть, если так сопоставить, то возникает много вопросов. Слишком все или просто так получилось, или слишком все выстроено профессионально. Но это следствие разберется, конечно. Ну, а соболезнования всем тем, кто, ну, слушал Кирка. Его слушали, кстати, многие. Аудитория космическая была, на выборах сыграл большую роль. Жуткое, конечно, убийство и означает вообще новую эру в Америке. Посмотрим, как с ней будут справляться. Ну, там должны быть полицейские зубастые и спецслужбисты зубастые. А пока вот там перемелятся эти остатки байденовской, ну, я не знаю, то есть, что нас ждет. В общем, такая тяжелая ситуация, бесспорно.
Но, тем не менее, у нас свои, так сказать, стримеры, свои блогеры и живые, слушайте, все у них нормально. Значит, есть такой комик. Комик Ганин, да, вот. Его все помнят по сериалам, по Лиге смеха, там, по каким-то проектам того же «Квартала 95». Ну, в общем, вот такой вот он товарищ. Вот он, это комик, да. Значит, это я не могу здесь все показывать, да, но вы, люди, которые помнят, понимают. То есть, что это? Это его стрим, да. Он тут очень много матерится, не хочется как бы еще его там маты здесь слушать. Ему, смотрите, он сделал там, у него студия, на фоне у него горит Кремль, красиво, ну, сделали там графику, горит Кремль. У него там QR-коды, банки, вот эти все там сборы, донаты. Он очень сильно возмущается и матерится о том, что подписчики начинали его массово: «А чё ты не служишь?» А он же там поддерживает боевой дух всем. Да, говорит, я человек другой человек. Вот вам пишут там, что там брат у вас тоже толстый, ну и так далее. То есть, а вот он возмущается. Вот это вот на самом деле герои нашего времени. Это старое видео, да, это давно оно уже гуляет по сети. Но поводом вспомнить этого стримера случились последние дни. Значит, этот Ганин, ну, вот, например, в тексте, да, значит, о нем публикация. Одновременно Ганин нашел другую полезное занятие, начал помогать ВСУ своими стримами, и после всяких в его сторону, ну, мол, претензий от юзеров в сети, он решил как бы пойти в армию. Но работники ТЦК его уверили, что у него хорошо получается, в общем, распространять общественность, информировать о определенных вещах, и, в общем, стримить лучше получается. И 2 раза отказали. Я начал делать стримы. Пришел туда, говорю, все, готов. Мужик сидит и говорит: оно тебе надо, сидишь и делаешь эфиры, хорошо, нам нравится, продолжай. Он знал, кто я, и больше я не ходил в ТЦК. Это он сказал в своем интервью. Ну вот такая история. То есть был ультрапатриотический блогер, смешной, там волонтерил, туда-сюда, собирал. И, в общем, объяснил так, что он в ТЦК. То есть есть люди, которых ловит ТЦК, а есть люди, видите, от которых ТЦК отбивается. Они все ходят и ходят, эти к ТЦК, а они их отбиваются. Иди отсюда, как будто кот какой-то пришел-то, или собака, как пришла, вот, и один раз и покормил, и все. Говорит, нам нравятся твои стримы, не возьмем мы тебя в армию, уходи. Ну так нам рассказывает этот Ганин. С чего весь сыр-бор? Чего и вдруг его вспомнили? Его периодически вспоминали, но не в таком широком ключе. Так вот почему. Он идиотами назвал всех тех, кто тонет в тісі. Цей жарт про ухилянта, який затонув в тисі. Моя черга. Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Це не мій жарт. І Ти навіть знаєш, говорив що його той, не хто я. в кадрі, і той, хто найвідоміший, то ти винен. Але типи, які втікали з країни через тису. Так, вот сейчас начинается самое интересное. Значит, во-первых, это не моя шутка. Ну, типа, отмазался. Но лучше бы он дальше об этом не говорил. Ну, не его шутка. Шутка на самом деле скабрезная. Ну, такая какая-то, очень нишевая. Нет, есть люди, любят черный юмор, есть там разные. Это о вкусах не спорят. О юморе тоже, кстати. И кому-то смешно, кому-то не очень. Ну, допустим. Это все зависит от воспитания, уровня знаний, интеллекта. Чтобы генерировать интересный, хороший юмор, надо быть умным. Умным. Поэтому Зеленскому пишут шутки всю жизнь. В импровизе он так-сяк. Сидят умные и пишут шутки. Тот их запоминает, иногда как-то может там творчески доосмыслить, и получается вот типа это он красивый, там актер. Квартал. Пишут все. Сценаристы, группы, команды. Это все, это мозговая деятельность. Но тут не было мозговой деятельности про бездонные глаза, как у клониста в ТИСе. Люди. Ви взрослі люди. У вас в голові є мозги.
И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в речке, ну, вибачте, это ж факт. Як можна йти проти факту? Против какого факта? Мозги додумались до того, чтобы... А до чего должны были мозги додуматься? Заработать на корпоративах, на всяких там этих всех съемках, стримах, вот этих всех придурастых, да, стримах вот этих, банках, донатах на армию и откупиться. Так получается. Які найбільші були нарікання, що, мовляв, ви знущаєтеся над чоловіками, які Та, зробили які свій вибір? Так, так. Але, ну це ж самий тупий вибір, який можна зробити. Ну це ж ідіотизм. Я вже казав вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на Это прям Цицерон. Лучший способ избавиться от ответственности – это взять ее на себя. А? Мысли великих людей. війні всім страшно. Зрозуміло, що... Але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Прильот, осколок, ще щось, без питань. Тому боятися цього дивно. А настільки сильно цього боятися, як на мене, ну це, ну, тут в голові щось не так. Это у тебя в голове что-то не так. Бояться не умереть, даже на войне умереть не так бояться. Ну, там, с оружием в руках, имеется в виду. Бояться системы идиотской. Бандитов из ТЦК боятся. Боятся, что засунут в самую задницу, без подготовки, без денег, без ничего. Вот этого боятся. Ну, без денег, потому что деньги командиры отберут, да, там, за взятки, амуницию так-сяк. Короче, боятся, бегут не от войны и не от того, что убьют на войне, в тылу или на передовой. Бегут от государства, которого ты рупор. Та, типи вирішили поплисти через річку, типи там утонули. Це їх свідомий вибір. Ну, окей. Я що, не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти. Идиоты. Идиоты. То есть эти погибли идиоты. Там другие, там еще можно как-то назвать. Юмори, я что, не буду смеяться? Это идиоты. Это вот коллеги Зеленского. Это вот они. Вот они. Юмористы, комики. Это отец Хлань. Николай Хлань. Село Миньковцы. Хмельницкая область. Значит, его забрали в ТЦК. Быстро-быстро. Ну, там, обучили, сильно сказано. Ну, в общем, бросили на передок. Он погиб. На войне, на передке. Священнослужитель. УПЦ. 3 детей осталось. Ну, нет. Он взял ответственность. Нет. Его схватили насильно, несмотря на 3 детей. Засунули, отправили. Ну, он не идиот. Или тоже идиот, по версии вот этого. Это человек, который не должен был там оказаться. А вот этому упитанному волонтеру, стримеру, комику, ТЦКшники говорят: не, ну у тебя хорошо получается. Иди, мы с тебя смотрим, нам нравится. То есть ТЦКшникам вот этот Ганин нравится, а Хлань не нравился. Ну, молился плохо, ну они так решили. Да и вообще церковь так себе. Давайте вот это вот ее. И Хланя тоже, с маленького села Хмельницкой области. Все, нет. Вот так. Вот это я понимаю. Днепр. Прошлой ночью. Ну вот. Нормально.
Ну, там камера уходит, потом его снимает, поворачивается. От вот этого плывут через Тису. Плывут не потому, что идиоты, а потому, что ты не заработаешь эти деньги, вот эти, которые они просят. 8 тысяч, чтобы зачислили тебя в ту конкретную бригаду, куда ты хочешь, и 30 тысяч, чтобы тебя как бы отпустили, но без гарантий. Если еще раз попадешься, ну, опять придется платить. Это вот в Киеве такие расценки опубликовали. Сами же военные, кстати, опубликовали. Ну, вот так. Вот этого не хотят люди. От этого бегут. От этого бегут. Но нам, конечно, рассказывают, нет, вы что, все служат. Все. Абсолютно все. И звезды служат, и не звезды служат. Все вот служат. Вот была одна звезда. Меловин. Вот он отслужил, в принципе, свое. Нормально. Сделал камин. Аут такой весь современный. На Евровидении представлял певец. Представлял Украину в свое время. Ну, там не особо что занял. Ну, вроде какой позитивный. Потом говорит, ой, нет, я мальчиков люблю. Наконец-то мне надоелось прятаться. А тут же ж война. А надо же какие-то концерты. Надо где-то ездить выступать. Ну и записали его типа в пограничную службу. Погранцы. Погранвойска. Меловин. Ну, вот нормально, чего. Говорит, в больнице плохо мне. Капельницы там всякие. Плохо сплю. Хочу на ручки, шарики. Что такое со мной произошло? Жалко, но все тут повторилось. Менталка. Вот это так нравится. Менталка. Ёпт, менталка. Тут люди каждый день боятся, что в дом прилетит. Хоронят всех. А у него менталка. Ну, короче, менталка и диабет. Представляете? Все, не выдержал. Я, короче, не крепкий орешек, извините, все. Больничка, слег на больничку. Я уверен, что он, собственно, на этом служба его и закончится, понимаете? Вот на этом закончится служба. А еще был такой Эктор Хименес Браво, повар, мастер-шеф. Я вам показывал в шуме в каком-то там раньше. Прям видео записал, дроноводом буду, все, я вот здесь, я Эктор, я сделал выбор. Проходит время, так как-то вот все нормально, как бы прошел как бы пару месяцев, контракт, видимо, прошел, все закончилось. Не, все хорошо. Отлично. Он теперь с мальчиками скандал, переписка, там, кого там он любил, и кто любил его, к кому он ходил, провокации, инсинуации. На фоне вот такой же любви, так сказать, современной, к молодым мальчикам. Все. А где ж ты ж в ВСУ был? У тебя ж был целый этот Ахиллес на видео, тебя учил, как дрон какой-то там запускать. Не, этого уже пролистнули. Все забыли, пролистнули. Месяц тишины, до свидания. Вот он уже всплывает, там что-то готовит. Так ты же в ВСУ должен был идти. Не, нету. Точно так же и Меловин. Прошел там месяц, два, три. Ой, все, не мое, менталка поломалась. Ты нам нужен на сцене, наверное. Или там на кухне. Ну, вот как-то так. Сегодня сообщение такое Генштаб выдал. Это просто что-то. Девушки воспользовались контрактом 18-24. Ну, типа впервые. А потом в СМИ говорят, да как бы не впервые. Каждая пятая по этому контракту, типа, ну, идет за мільйоном. Про дівчат, до речі, тому що я днями була на одному із навчальних полігонів, і військові в навчальному центрі казали, що дуже побільшало дівчат. Який відсоток? Саме дівчата, які будуть управляти дронами. То, що ми можемо вам сказати, то відсоток дівчат справді виріс. На цих контрактах 18-24 ми спостерігаємо, що кожен п'ятий рекрут – це у нас дівчина. Тобто 15-20% у нас приходять саме дівчата, і вони відповідно шукають собі якісь технічні напрямки обслуговування БПЛА, і не дуже рідко також шукають собі операторів дрона типу Mavic та FPV. А обслуговування БПЛА – це що означає? Може, дівчата її хочуть, але думають, що от пілот – це не для мене, а обслуговувати – що це робити? Это, кстати, хороший вопрос. Это обслуживать беспилотники.
Это что-то? Спиртом смазывать, обслуживать? Обслуговування, ну це насправді дуже такий великий спектр роботи з дроном. Це може бути і И с дроноводом тоже. спайка компонентів, компонування самого дрону із деталей в один цільний механізм, і відповідно заряджання, облік і все в цьому роді. Знаете, вот это вот, мне, почему вот это, во-первых, там несоответствие, сегодня сообщили вроде как Генштаб впервые, это все там женщина 18-24, тут говорит каждая пятая. Смотрите, женщина хочет в армию, она идет в армию, ничего там такого нет, то есть это дело такое. Другое дело, что это не путь, но вот эта вот благостная атмосфера, вот это в студии, ой, как мило, как мило. Это как бы, знаете, вот стереотипно, ну, считается, ой, мужчина на кухне у тебя, да, ой, как мило. Ну, сейчас это сменилось, потому что там понятно, что, ой, она там, ничего себе, она гвоздь вбила, ой. Понимаете, вот этот вот цинизм ужасающий. Речь идет о войне. Дроноводы живут все меньше. Об этом приходит официальная статистика. Потому что дроноводы охотятся друг на друга. Это раньше можно было сидеть там где-нибудь за 3-9 земель и отправлять вот эти посылки, бандероли, смертоносные скиды или там какие-то там дроны. Не-не-не, сейчас все совсем по-другому. Длинная рука уже у обеих сторон. И они охотятся друг на друга. И если им надо, допустим, уничтожить расчет у дроноводов, например, ну, там, тяжелая артиллерия, какую-нибудь там, да, гаубицу, например, или расчет, или штабной пункт дроноводов, туда в первую очередь пролетит, к дроноводам. Это отдельная война, они теперь уже на войне как снайперы. Снайперов раньше, ну, скажем, в плен не брали, да, сейчас такое же с дроноводами. И они вроде как считают, что недалеко, но до них уже тоже долетает. Поэтому тут тоже такой момент. Вот радоваться, что у нас женщины-дроноводы, мол, или там обслуживают дроны, паяют, сидят там что-то. Ой, вот это да, это ж надо. 1 миллион заплатили, сиди паяй там. Ну, в общем, это вот попытка переиначить и мягенько-мягенько стелить вот эту кампанию. Ну, вот такую, да, вот эту, о женщин в армиях. А что вообще в принципе в армии? Ну вот, пожалуйста, историк, тоже, кстати, офицер ВСУ, говорит. Суть, українська армія – це перша армія похилого віку. Чомусь... Украинская армия – это первая армия пожилых людей преклонного возраста, если переводить точно. Дивно стало, що люди молодшого покоління не такі войовничі, як люди старшого віку. Мені Чё так? Младшие не такие воинственные, как люди старшие. Парадокс. Уникальный случай. Мы уникальная нация. здавалося, що молодий хлопець 18-20 років, який стоїть перед вибором взяти участь в найбільшій пригоді свого життя, взяти участь в найбільшій війні, яка тільки почалась. Що може бути для чоловіка вищим і кращим випробуванням? Не знаю. То есть, вы понимаете, это тебе шанс, ты 18-летний, ты сопляк, тебе шанс, это же какая у тебя возможность, будешь потом внукам своим рассказывать. Ну или не будешь, или про тебя будут рассказывать, ну это не важно, но ты же в таком приключении участвовал, тебе 18 свалилось на голову, приключение, говорит нам этот военный философ. І ще й отримати після цього 1 мільйон гривень, ну це, здавалось би, що від бажаючих не буде просто відбору. На бургери і роли Філадельфія. Але вся ця програма, яку започаткувало Міністерство оборони, контракт 18-24, був повністю провалений. Повністю. Ну, вже навіть військові були змушені це визнати. І це дуже дивно, що серед молодшого покоління немає бажання воювати. Вот удивительно ему, почему у молодого поколения нет желания воевать. Так а с кем воевать? За что воевать? На кое воевать? Что вы тут выдумали эту ерунду? Когда началась война, вот этому молодому поколению, которым это сколько лет уже идет, вдумайтесь. Вдумайтесь, сколько это идет лет. 11. 7 лет было. 7 лет, когда это все заваруха началась, а если там жил где-нибудь в центре страны, Украина там, или на западе, или там еще где-то, тебя там не было особо знакомых, которых не касалось. Там же это где-то там на Донбассе что-то там началось 11 лет назад. Вот пацану 7 лет, вот он дорос до 18. Так, смысл?
Смысл ему хотеть эту войну? Чем она привлекательна, эта война? Деньгами, миллионом? Да нет, привлекательны вот эти всякие там темки, какие-то там где-то что-то урвать, разобраться, понимаете? Это тоже плохо, потому что привлекательно должно быть учиться, там, осваиваться, там, спорт, какие-то профессии, там, программирование, какие-то там штуки, то есть там, ну, что-то вот такое современное в тренде, которое, да, там, становиться кем-то, профессионалом, добиваться чего-то, расти, вот что должно быть. Ну хорошо, но даже вот эти, да, там, карьерные какие-то устремления, цели в жизни. А какая цель тут в жизни? Поучаствовать в приключении, которое может лишить тебя жизни? Вот если вот у нас такие историки и военные, ну все понятно тогда с нашей историей и военной наукой, простите. Какое приключение в жизни? Вот это вот приключение в жизни. Все обалдели, охренели просто от этого сообщения. Уклон, черный список, черный Nissan Leaf. Пишу вам из казармы. И да, этот кадр, водитель с Уклона, отвез меня к блокпосту. Там меня и приняли. Человек, ну помните, вам тоже люди писали в предложку, колобок, куда мы катимся, писали, что вот смотрите, мол, будьте бдительны, видят, что там человек нормально одет, ну, короче, при деньгах, при баблишке, они его сразу не мимо блокпоста, а на блокпост. Если сдоят с него, там, 8 тысяч или 10 тысяч долларов, ну, там, 10 тысяч гривен отдадут этому таксисту. Все схвачены, все нормально. Они идут вообще по беспределу. Нормально. То есть, вот он в казарме, проехался человек в такси, его привезли туда к ним. Они даже сами уже особо не бегают. Сами особенно не бегают. Вот, пожалуйста. Еще один пример нездоровой психической риторики. Матяш. Завсегдатай канала Порошенка. І відповідно я б зробив різний підхід до оцінки дій особи конкретної. Тому що, якщо людина втекла з навчального центру, вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Ця людина... Значит, надо всех дифференцировать. Да? Убежал с учебного центра, значит, ты, типа, не готов защищать страну. не є громадянином України. Мінус карточки, мінус гражданство, хай їде в Білорусь. В Беларусь! Слушайте, так с удовольствием. С Беларуси скоро будет прямым, можно лететь на Америку. Ближе даже, чем через Польшу. Откройте границу в Беларусь. Эй, матяши, матяши, в Беларусь. Пустите людей в Беларусь. Забирайте свои паспорта, вот эту все. Сколько людей так скажет? Многие, я уверен, так скажут. Плюнут, скажут, давай, к батькинам. А мы потом по этой программе U4U. Ну там, понятно, сейчас тоже проблема, но тем не менее. В Беларусь он всех сгоняет. А вот смотрите, как это. Олена Курбанова, смотрите, смеется, ей нравится, улыбается. А, ну думает, это он шутит. Не, это он не шутит. Или нет, или это такая реакция на острый момент эфира. От, навіть можна під кордон вивезти, хай сам переходить. Я б таку команду зробив. Можно даже под границу взять, вывести, и я бы вот это все, я бы так и сделал. Это уже всех кусает, покусывает и штормит. Правдивая статистика Владимира Бойко, журналиста, который служил в ВСУ, но он потом сейчас по возрасту там, в общем, демобилизовался. 146 тысяч СЗЧ за 8 месяцев. 146 тысяч. Вот это ты СЗЧ, ты сбежал там с учебного центра, ты бежишь, паспорт тебе все забрать и туда, к батьке туда, к батьке. То батька глянет, скажет, ты нормальный хлопец, на картоху тебе, я всегда люблю картошку, даже сегодня согрешил, прямая речь Лукашенко, там сегодняшняя, по-моему. Все, да будешь картошку копать, конечно. Говорит, да буду копать, батька, как миленький. Вот тебе клаптик земли, там немного земли в Беларуси, но для таких целей найдется. Вот тебе хатынка, вот тебе там Гомельский район, ну, если приграничный или какой еще. Пожалуйста, занимайся. Так дайте возможность. Чего вы только
по телевизору трендите. Скажите мужикам, мужики, давайте. Ну вот, нет, надо СЗЧшника, вот прям надо вот с ними жорстко. Що би ви зробили, якби від вас залежало, для того, щоб зменшити не просто кількість СЗЧ, а вплив СЗЧ на боєздатність військ? Ще раз підкреслюю, це йдеться про бойових командирів бригад, батальйонів, полків, які виконують бойові завдання. В Донецькій області переважно більшість з них працювали і працюють на Покровському напрямку, на одному з найгарячіших, якщо не найгарячішому. Відповідь була одностайною, відповідь була одноголосною. Максимально посилена кримінальна відповідальність. Значит, командирам максимальная ответственность вот это. Всем вот этим боевым, которые сдают этот Покровск, вот этот, не могут его удержать, вот это СЗЧ уходят. Максимальное все. Высшая мера. Хорошо у него этого Рахманинова нет, как у Трампа, смертной казни. Це не журналісти, не блогери, не депутати. Вони казали, ви маєте максимально зробити все те, щоб у людей був стимул повертатися. Блокувати картки, надавати дозвіл на відчуження майна, не тільки їх, а членів родин. Вдумайтесь только. Значит, имущество отнимать. Это с ним общаются, вот это. Смотрите, еще раз. Командиры общаются с Рахманиновым. Давайте я объясню. И в общем, говорят, вот СЗЧшников надо вообще наказывать. Наказывать. Сдают, бросают все. Это командиры ему типа советуют. Пускай карточки отнимают. Имущество у родственників віднімають. Поняти їм військову службу, щоб вони не отримували виплати, що, до речі, ми і зробили, за їхні рекомендації, з їхньої ініціативи. Тому що донедавна була така історія, що військовослужбовець міг в СЗЧ бути місяцями або навіть роками, але грошова винагорода йому йшла, бо як же так забрати у військового гроші? Тому, ще раз кажу, йдеться не про якісь там каральні речі, а йдеться про ініціативу, скеровану на посилення боєздатності армії. Ця ініціатива з'явилася від самих військових. Ну так вот. Короче, есть какие-то военные, которые говорят, значит, давайте этих СЗЧ не было, все там, карточки, блоки, все, короче, вот это все, отбирать имущество у родных. Вот тогда не будет СЗЧ. Это загорят отряды. Это не тыл депутатский. Это депутатский заградотряд. А человек, которого посылают в самую задницу, и говорит, это невозможно. Говорит, давай. Сколько вот рассказывали, да, и у меня на канале, то есть там рассказывают военные, вот это же кошмар. В новостях сказали, взяли это село, а его никто не взял. Говорят, давай, иди, сказали в новостях. И это касается нашей современной демократической армии. Речь как раз таки вот этих покровских, вот этих селах, вот этих процентах, которые Сырский не может сосчитать. В 5 раз больше освободили на Покровском направлении, чем потеряли. Класс! А это все ценой вот на горбе вот этих простых пацанов. Ну, мужиков, потому что армия там стареет. Зато мы открываем границы. И так смешно выходит. Значит, украинские пограничники не считают, зато вот польские посчитали. Нормально посчитали. Там, значит, 4000 в одном воеводстве, в другом воеводстве плюс 4000 с копейками человек. Вообще, чтобы понимали динамику, они по-другому написали. Говорят, в 12 раз увеличилось количество людей, которые там едут на границу. Ну, часто скажут, нет, это чтобы учиться, это чтобы там это учиться. Учиться, говорите? Вот Томенко, афганец бывший, он из патриотов. Он не то, что там. Да, он еще с той первой революции 2004 года. Томенко. По поводу вузов, как все организовано. Дика історія. Тобто, з одного боку, невігласи з Міністерства освіти придумують, ускладнюють систему вступу до вузів, ускладнили, і народ поїхав вступати в ці вузи, значить, випускники шкіл. Тепер придумали, щоб ви розуміли, що у нас зараз буде, навіть на Києві буде скорочена купа шкіл, навіть в Києві. Тому що придумали, що 9-12 клас, значить, ви отримаєте право мати такий ліцей чи навчальний заклад, якщо у вас буде 4 класи і на паралелі 120 дітей. Та в Києві не наберете 120 дітей в 10, 11 чи 12 клас. Значит, реформа образования. Жесть. То есть, все сделано для того, чтобы ты это образование не получил, не попал,
А куда пошел там воевать, вот это вот все работать, выталкивают людей. Нет возможности поступить, вот в школу пойти, они укрупнили. Все понятно, денег нет. Надо укрупняться, надо что-то выдумывать, чтобы не платить, бюджет, надо все резать, все, денег нет в бюджете. Но подумать, где это заканчивается ошибка, ну вот это алгоритм этой ошибки заканчивается на границе з Польщею. Де в містечку ви наберете? На який вихід ситуації? За кордон їхати. Там не то, що школа, там вища освіта в масі своїй безкоштовна. Тобто в нас виглядає абсолютно дикі речі. Спочатку щось придумали, а потім, так треба людей повернути назад, може створити міністерство повернення назад. Так що ви спочатку створили міністерство по еміграції молоді з України, а тепер його повертаєте. Тому, мені здається, не були прораховані наслідки цього рішення. Це от хтось прийшов президент і сказав, молодь, значить, на ура буде носити тебе і нас, давайте оце 18-22 випустимо. Ну, випустили. І що ви отримали? Тому, тим більше, що, я ж кажу, що це ж людей в армії, ви ж гарантуєте, що їх в армію не забирають, вони не будуть воювати. Але вони важливі в економіці. Треба було навпаки їм сказати, що, друзі, ви йдіть безкоштовно навчайтеся. Період 18-23 роки. Ми даємо гранти, бюджет на навчання. Ви повинні тут нам важливі, бо ми втратили, у нас нема кому в економіці працювати і так далі. Сюди їх треба було зачепити, матеріально підсилити, зарплати якісь і так далі, в певних нішових професіях, там в оборонці і так далі, і так далі. Ні, ви це придумали і чого ви домоглися. Тому я дуже критично ставлю до цього. Ну, понятно, не только он. Они, вместо того, чтобы как бы дать возможность 18-22, их вытолкнули, и те, конечно, свалили. И правильно сделали. Так, по секрету говоря. Правильно сделал. Да, это тяжело. Да, нелегко. Да, там чужбина. Да, это все. Но пока вот это вот при власти, пока вот такая вот история, пока вот так вот все происходит, это лучшее решение. Вот сейчас, когда тут сидит, простите, Зеленский рассуждает, какие учителя были у Путина, вместо того, чтобы идти и договариваться, хоть с чертом лысым. Так к чему привели решение? Сегодня сеть облетели вот эти вот кадры с собственником кафе. В Ровно кафе. Добрий день, мене звати Микола, я співвласник закладів Органо Груп. І я до вас з важливою новиною. Ми вирішили закрити Органо кафе. Все, парам-парам-пам. Пиу. Орегано кафе. Ну, то есть, смотрите. Понятно, что там не шик-блеск, все, нет, ну старались, с душой делали. Вот эти все, не знаю, там они эти, наверное, там искусственные, но все равно красивенькие. Там эти фонарички, вот это все, там водичка, вот это вот, делал он это кафе, душу вкладывал, каждый стаканчик, вот это все. Все, закрываем. А что закрываешь, Микола? Це рішення далось непросто, але воно об'єктивне. Ситуація в країні не надто сприяє роботі малого бізнесу. За останні 2 тижні з команди звільнилось та виїхало за кордон майже 10 працівників. Для 10 за последний день. У него Орегано кафе. нас, як малого бізнесу, це критично. Знайти нових працівників, ще й навчити їх, потребує часу та ресурсів, яких не вистачає. Ми завжди хотіли для Органо кращого простору, більше місця, більше можливостей. Кафе на районі – це тепло і по-домашньому, але ми мріємо про щось більше. Ми не прощаємось, обіцяємо зустрітись в новому місті в кращий час. Пряма трансляція з кухні. Ну вот, смотрите. Вот они, вот эти все. Ребята все молодые, делают кафе, делают бизнес, работают, официанты. Все у них здорово. Ну, вот оно, Орегано кафе в Ровно. Это уже не реклама, ребята, потому что, ну, прикалываются, веселые. Вот эти парнишечки, вот эти все на кухне, которые стоят. Убирают, вот там, макароны ловят. Смотрите. Молодые ребята, они не воруют. Они не... Ну, 5 лет они вот работают. Ну, работали. Все, закрылись. Ядрени матери. Все, нету кафе в Ровно, Орегано. Они работают. Они нормально, как бы, ну, современно. Люди ходят, едят, нравится. Открыли границы. Ситуация в стране, понятное дело. Они, конечно, прикинули. И ситуация, инфляция, обстрелы, мобилизация. За 5 лет, наверное, вот эти там, они же были еще моложе, да, они там немножко они понимают, что ага, там сейчас пару лет еще, и, конечно, они уехали. Мы хотим больше, мы хотим, увидимся в другой. Увидимся, Микола. А может и не увидимся. С вот этими ребятами, которые сейчас, они занимались своим делом. Кто-то там кошеварил, кто-то посуду мыл, кто-то там следил за порядком.
Ты с ним... Все. Они теперь будут делать это же. Возможно, у них есть опыт в таком молодом возрасте. Они, то есть, работы не боятся руками, эти люди. Эти молодые мальчишки и девчонки. Они поедут и будут это делать в каком-нибудь европейском месте. Почему бы и нет? А в Ровно кафе «Орегано» не будет. Ну и, конечно, там можно сейчас поумничать и привести статистику. Тоже вчера или сегодня гуляла о том, что 20% ресторанов goodbye. И это где? В Киеве, где вроде как рестораны ж можно. Не. В Ровно маленькое, все, до свидания. В Киеве 20% под нож. Что случилось? А ситуация такая. А куда люди делись? Погибли или уехали? Отлично. А что с экономикой? Так Зеленский говорит, все хорошо. А к зиме готовы? Свириденко говорит, готовы. Он в Британии привезли 142 миллиона. Все супер. Мне вообще эта история напомнила, это вот, ну это не прикол, это так вот заметили в паблике. Значит, чай с салом в Одессе предлагают. Значит, ну они так назвали, бабл ты с салом. Название блюда. Это что-то среднее между супом и напитком. В общем, он теплый, этот бульон, в котором можно втянуть через соломинку вот эти жирные шарики. Ну, типа сальные вот эти. Это называется типа чай с салом, так можно. Да? Бульон куриный и смалец. Ну, это жир, да. Укроп 450 миллилитров. Стоит 225 гривен. Вряд ли это дешево. Ну, кто-то скажет, так ладно, пол-литра бульона. Что там за бульон с кубика, не с кубика, укроп, смалец шариками. 225 гривен я бы не отдал ни в коем случае. Но это вот ресторанный бизнес Украины. Вот это вот символ ресторанного бизнеса Украины сейчас. Когда все вот это дело держат марку, что все хорошо, а тот, кто делает ручками, понимает, что не. И надо... И сотрудника не удержишь, и цены плюс-минус, и чтобы профессионалы были, а потом к тебе придет, надо учи заново, вот чай с салом. Бабл ты с салом. Наверное, говорит каждый ресторатор, вот этот средней руки, ну, маленький бизнес, Зеленскому за все то, что он делает в последнее время. И главное, не то, что там он границу открыл, главное, что он не договаривается об окончании войны. Вот что главное. Ну, еще один такой фейковый скандал сегодняшнего дня в шуме. Значит, Корчинский выполз. Пишет. Грустные новости. Арестовали Сергея Лещенко. Взятка. Когда боролся с коррупцией, работал в «Украинской правде», принимал участие в гей-парадах. Вот так вот Дмитрий Корчинский высказался. Ну, все как бы сразу там могли легко посмотреть в ленте новостей. Я думаю, что если бы там взяли его на взятки Сергея Лещенко, об этом бы сразу бы все написали. Все-таки в этом отношении, конечно, тут есть такой элемент скорости, не свободы, а скорости. Ну, потом пишет сам Лещенко. Сегодня попал в две новости. Первая, что меня арестовали. Вторая, что я встречал президента Финляндии в кроссовках The Code. Первая. Значит, принимаю участие в международной конференции в Киеве. Вторая. В кроссовках The Code был сам президент Финляндии. В таком информационном мире и живем, говорит советник офиса президента, главный железнодорожник Сережа Лещенко. Вообще, конечно, на выходных подведем итоги всего происходящего, но есть четкое подозрение, что все-таки главное из этого шума, я бы выделил, это новые времена Америки, которые начинаются и которые аукнутся очень, очень быстро по Украине. Что я имею в виду? Вот этот Лещенко, Старосяцкий, да? Этот Корчинский, прогнувшийся, типа патриот. Вот эти все вот эти люди. Сегодня Трамп сказал, говорит, мы будем настигать Сороса. По принципу Рика, эти протесты палестинские, это не просто так, мы это прям дестабилизация, беспорядки, и мы будем Сороса ловить, добивать. Ну, старого и Сашку, сына. То есть будем хватать их. Ну, просто может там так получиться, что когда будут биться с глобалистами и Соросом, выйдут все равно на Лондон. А там и вопрос Украины недалеко.
Значит, там в ближайшее время готовится встреча в Лондоне, и к ней готовятся британцы. Вот, пожалуйста. Вот такие замечательные остановки. Трамп насильник, говорят. Эти остановки. Это что-то из разряда того, что кто там, Илон Маск с этим это сердце солнца, да, вот это на инаугурации, там тоже Теслы вот это кэнселили. Они выйдут вот сюда, в лондонский обком, когда будут там биться между собой. А тут и, собственно, здравствуйте, скажут наши еврейчики, ну, из руководства Зеленский и Ермак. Здравствуйте, мы здесь тоже. И вот тогда начнется самое интересное. Пока не выйдут, будет вот это вот тяни толкай. Ну, мне так видится. Значит, друзья, давайте перейдем непосредственно. Спасибо всем большое. Еще раз, Анна Салам, спасибо за поддержку. Значит, спасибо большое, Виктор, то, что цените сольные, как говорится, эфиры, шумы. Смотрите, ну, что мы говорю один тут. Спасибо большое за поддержку, спасибо за, скажем так, ну, за то, что вы есть. Здесь не то, что там говоришь, здесь мы говорим. В чате говорим, в комментариях говорим. Играем вот в игру в города. А вы, например, в записи смотрите, тоже бывает. Ну так, милости прошу, напишите в комментарии, откуда вы, что вы. Вообще, очень и очень, ну, как бы радуюсь, когда ваши комментарии получаю. Так, значит, давайте... Значит, пошел тут, сейчас мы вернемся к чату трансляции слив. Значит, Трамп и, скорее всего, Путин приедут в Малайзию на саммит АСЕАН в октябре. В октябре. Трамп и Путин могут встретиться в октябре. Ну, вот так. Значит, всем большое спасибо, дорогие друзья, за то, что, ну, во-первых, за то, что вы есть, да, спасибо за то, что вы ставите лайки. Давайте сейчас непосредственно, как говорится, и вместе подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Наш сегодняшний опрос вот такой получился и вот такой выдался. Хочет ли Путин на самом деле занять всю Украину? 13% считают, что да, всю, иначе зачем это все вообще? 20% нет, только 5 областей. Ну, смотрите, формулу 5 областей здесь не надо, там никто ничего не конспирологии. Имеется в виду то, что вписал в Конституцию, то и будет занимать. Ну, то есть больше, откуда там где-то больше будет, сейчас идет наступление в Днепропетровской области, там будет или выход, или там что-то, ну, в общем, это не интересует Путина. Вот те куски Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, это не интересно. Интересно то, что вписано в Конституцию. А в Конституцию вписано Запорожье, Херсон, областные центры, плюс области. По Днепру разве что 22%. Ну, то есть то, что на другой стороне Днепра, то бог с ним. Ну, или беззападной, то есть действительно хочет оккупировать, забрать, освободить, кто как формулирует, кто что об этом думает, кто как называет этот глагол. В общем, без Западной Украины. Вот это всю Украину, да, там. Ну, тут тоже, что считать западной. Вот интересно, Житомир, это Западная Украина? Знаете, так вот, если там, например, со стороны Одессы посмотреть, то и по Виннице есть вопросы. Да, а Кировоградская это какая? Черкасская. Ну, в общем, вот так. Спасибо большое, что проголосовали. 11,5 тысяч голосов мы получили. Значит, по поводу вопросов, значит, давайте в клуб зрителей мне, по-моему, кто-то писал во время эфира. Сейчас проверим. Да, Кинг писал: добрый вечер. Кинг, в смысле, король, наверное, да? Добрый вечер. Как вы считаете, в свете заявлений последних дней от Каллас о еще 2 годах войны Зеленского
об необмене территориями и угрозами Трампа в адрес Индии, Китая, России, можно ли говорить, что мирный трек сорван окончательно? Туда же относится и что сегодня, по-моему, Сикорский опять заявил, приехал обсуждать вступление Украины в ЕС и НАТО. Нет, НАТО никакого никто не обсуждал, никакой Сикорский. Как говорится, сорян. Однако, вот эти заявления Каллас 2 года, это же все четко вот эта парадигма. Надо 2 года еще будут продолжаться, а мы в эти 2 года вот будем, ну, короче, готовиться. Бюджеты пилить, там что-то законодательство вводить, чтобы тоже выборы не проводить. Или, например, чтобы затюкать какую-то маленькую страну, а решения за все ЕС будут принимать, например, там большие страны. Ну, как кто? Как Германия, конечно. Ну, то есть полностью. Опять-таки, а пока там этот народ достучится из-под, скажем так, из-под полы вот этих наслоек права избирательного, а там уже и 2 года пройдет, и войну можно сколотить, а после войны что нельзя, вы что, коней на переправе не меняют. Опять-таки, война России и Евросоюза, она будет такой, как Израиля и Ирана. Опять-таки, смотрите, мы вот очень и очень, ну вот так прямолинейно смотрим на вещи. Ну вот скажите, ну зачем там идти российскому, белорусскому? Нет, давайте так, хорошо. Теоретически может быть следующий расклад. О нем, кстати, писали разные умные люди, считающиеся их врагами, причем и с одной, и с другой стороны. Что условно произойдет некий обвал фронта, небольшой, не такой, что там все уже до львовской границы, но такой существенный. Значит, воевать не смогут, но быстро придется как-то замеряться. А потом так вот произойдет, что армия Беларуси, России и вот этой Украины, но не всей, да, будет воевать с Европой. Вот в прямом смысле это войной пойдут. Те пойдут сюда, другие пойдут туда, и будет вот это вот все. Но тут же какой момент? Самый такой. В нашем понимании, ну, то есть такая выкладка, есть такой сценарий. Верю в него с трудом. Если не подожгут Приднестровье, если там на Запад 2025 все будет нормально, но там уже все будет нормально, потому что есть этот перстень, ну не перстень, эти запонки Дональда Трампа у Лукашенко, это как вот такой символический, не сунутся, то есть провокаций не будет. Может, разве что там Украина чего-то, а что, они могут, ну там, запустить чего-нибудь, или кто-то кого-то обстрелял. Но, в общем, не будет в глобальном смысле ничего такого. У батьки есть запонки Трампа, все. И письмо. Все вот это. Верительная грамота, символ дружбы. Они не рыпнутся против Трампа в контексте, я имею в виду, таких решений, ну, там, воевать, снимать режим, вот это, там, войной и так далее. Европейцы. Поэтому максимум может какая-то быть провокация. По Приднестровью там сложнее история. Действительно, надо больно кусать Россию именно сейчас. Почему я серьезно отношусь к Приднестровью? Ну как, я тоже не верю в приднестровский вариант, но плюс-минус отношусь к сливам серьезно, потому что там, вот видите, Кабмин ударили, пенсионеров разбомбили с самолета, дальше дроны на Польшу. В общем, сейчас надо вот это вот поднимать следующий этот какой-то такт. Но если пошли в международку, ну, наверное, да. То есть это логично. То есть именно я беру с точки зрения сценарной логики, если это сценарно кто-то прописал. Но с точки зрения на земле не факт. Там того Приднестровья, это раз. Во-первых, все они с украинскими, российскими, молдавскими, там куча паспортов, с украинскими там многие паспортами. Ну, то есть, и там нет такого, как ни крути. Поэтому я думаю, что Бог убережет Приднестровье. Ну, конечно, Санду еще та. Санду может это выкрутить только для того, чтобы сохранить свою власть или как-то отменить выборы, или как-то на них чтобы повлияло. То есть, нет, не получится. А если все будет вот так, как сейчас, то, простите, ну, ничего не будет. Будет вот такое вот прогрызание,
ослабление, а потом, когда скажут, ой, коллапс, беда. Зеленский валит по отходным путям, приходит кто-то, кто хочет, может и кому дадут деньги, и русские будут не против, и вот так вот это все и закончится. Но варианты опроса неплохие, конечно, спасибо вам большое. Максим Шевченко говорит, что в 29-м, Пугачева в 27-м. Запомним. Я говорю, что до конца этого года все закончится. И вспоминайте мне. И смотрите, давайте так. Ругайте меня. Говорите, что Шелест, ты все наврал. Вот смотрите, Максим Шевченко в 29-м. Кто там? Пламен Пасков в 30-м. Еще кто-то, по-моему, говорил в 30 каком-то. Ну, вот это вот все, да. То есть, вот, я сейчас просто не вспомню. А Шелест говорил в конце 25-го. Вот так и говорите. Вот в 26-м мне тоже придите и говорите, Шелест, ты негодяй, ты нам говорил. Вот так и говорите в глаза мне. Вот так в комментариях и пишите. Потому что все идет к тому, что это должно закончиться. Все закончилось уже. Понимаете? Советское оружие почти все закончилось на территории Украины. Демилитаризация проведена. Аплодисменты, расходимся. Денацификация. Да, законодательство выгнать, убрать вот эти все, ну, дискриминирующие моменты, вот этих всех, вот этих товарищей, которые там азовцы, вот это все, те, которые раздражители самые большие, идеологические, подписать в какой-то там ЧВК и отправить куда-нибудь в Африку, они будут с удовольствием служить на благо там каким-нибудь этим метрополиям, да, какому-нибудь колонизатору, и все будет хорошо. Там будут бегать по пустыне, гонять там каких-нибудь какие-нибудь племена, ну и огребать от них, соответственно. Все. То есть законы удовлетворили, денацификация по факту, ну, оружие сейчас перестанут передавать, вот тебе вся и демилитаризация. Денацификация, демилитаризация, все, там законодательство, до свидания, все, закончили. Закончить можно завтра. Вот так вот, если подойти трезво, я имею в виду с точки зрения государства и юридически. И когда нам говорят, что нет, все держится на военном положении, даже Путин вот это, ну, он по другому поводу играет в эту игру, ему другое нужно. Говорит, референдум, военное положение, не надо ничего. Надо просто снимаешь военное положение, меняешь, там, объявляешь мирно все, власти, да, все, переход к спикеру, спикер быстро, раз, Кабмин, включили станок, напечатали законы, отменили военное положение, все в шоке, ахахахахах, выплатили, взяли денег, выплатили 3 зарплаты этим, которые вернулись с боевых действий, всех посадили, этих ТЦКшников отправили в менты, ТЦКшников в менты отправили, они будут самые лютые менты, понимаете, и все, и навели порядок. И сказали, все, теперь никаких там бандер, никакого этого всего. Значит, о России хорошо или никак. Ну, хорошо не получится, потому что, ну, боль и травма, поэтому никак. Как будут какие-то там на высшем уровне через специальное, там, специальный фонд они создадут, сотрудничество по всем направлениям с Россией, чтобы условно проверенные СБУ люди, возглавлявшие там какой-то фонд каких-то там репараций, инвестиций, вот они будут делать бизнес. Или через них, только через одну контору в государстве можно делать бизнес и контакты с страной Российская Федерация и Белоруссию. Хотя Беларусь я открывал бы сразу, но там опасно, потому что, ну, понимаете, Россия и Беларусь через одну структуру делают бизнес, делают деньги, все в бюджете, все в налоге, все прозрачно, всем остальным нельзя. Нет, ну как, если ты хочешь делать бизнес с Россией, то можно только через эту контору. Они будут все проверять, все там, это будет такое будановская какая-то такая зона кормления, ну, будановская в смысле разведка. И нормально, тут вам Запад, никакого НАТО, в ЕС мы будем идти очень долго, поверьте. Но это будет типа награда. Нам подпишут какую-то бумажку, скажут, украинцы, вы в ЕС. Ну и все. И будем еще лет 10 идти туда, в это ЕС, подтягивать стандарты жизни, отпускать оппозиционеров, свободу слова налаживать. Все можно закончить завтра. И в этом году можно закончить. И да, это не закончится, например, в этом году, но вы все равно приходите на канал и меня ругайте, что я вам это рассказывал, понимаете? И шанс этот был. Но Зеленский переметнулся и решил сыграть другие деньги.
и Трампа решили как бы обвести вокруг пальца. Все зависит сейчас от Трампа. Но только это будет не нахрапом, ну, как после его инаугурации, а это будет вот реально, это будет борьбой. Ну, подожди, если ты ввязался в эту борьбу надо побеждать, надо бомбить вот эти все структуры. Выходишь ты прямиком на Лондон, ставишь на место Лондон, и война заканчивается сама собой. Все, кто надо, убегают, все, кто надо, остаются, возвращаются, тоже все. Со всех снимается все. Санкции, преследования, все. Разбирается уже определенным образом новая вот эта вот власть. Но она уже строится по другим схемам сдержек и противоречий. Ну, это... Где тут чат? Сейчас скажут, Шелест, фантазер, туда-сюда, это неправильно. ТЦК не в полицию, а в тюрьму. Рулон обоев, пользователь. Смотрите, я с вами согласен. ТЦК надо в тюрьму. Но, скорее всего, будет в полицию. Вот скорее всего. Причем еще на какие-то сержантские должности. Но тут очень важный нюанс. Важный. Смотрите, полицейская форма тварей, которые поубивали и которые, ну, вот это творили это все, не спасет. Ну, то есть, если и спасет, спасет не всех. Смотрите, будет спасением не военная форма, а полицейская. Поэтому, ну, так бывает после войны. Военная, да, а потом полицейская. В части больше будет. И там уже начнется своя история, потому что это все-таки правоохранительная структура с расследованиями, со всеми на свете. И ТЦКшник, который будет прятаться в полиции, пускай это правильно, потому что его там, ну, в общем, там он быстрее сядет, и его там найдут за его преступления, в том числе те, которые он делал вот здесь. А так, в принципе, я вам с вами согласен полностью, но чтобы, ну, с точки зрения государственного управления, подконтрольности, не скатывания в анархию этого всего, скорее всего, будет вот такое решение. Ну, это мое мнение, я могу ошибаться. Шелест, добрый вечер. Мне кажется, что с первых дней Трампа на посту президента это все договорняк. Мне с каждым днем кажется все больше и больше. Что думаешь? Рамазан, возможно. Ну, не с первых дней. Не с первых. Договорняк был с мая где-то. Вот, апрель. И вот эти все... Ну, Трамп, конечно, это конечно, умно так кивает. Там многозначительно говорит чушь. Типа, вы увидите, что будет. Конечно, увидим. Мы собираемся почти дожить до этого момента, что будет. Но, правда, видите, Кирк не дожил. Не увидел, получается. Шелест, Александр, не подведи. Ждем конца года. Я сам жду конца года. Ага. Шелест, странное существо. Ой, слушайте. Да, спасибо. С Дагестана, сам из Москвы слушает, хвалит. Пользователь, спасибо вам большое. Значит, российские ВГА будут, они ТЦКшнее. Смотрите, давайте не так. Вы же проголосовали только что в территории. Что там, какие варианты? В территории, что там? Ну, то есть там Донбасс, там, или 5 областей, или по Днепру, или там Беззападной. Будут, все это будет. Это называется Саша Мюнхгаузен. Да! Саша Мюнхгаузен, так и есть. Рулон обоев, прикольный ник. Его всегда не хватает, когда обои клеить, и он всегда лишний. Тютелька в тютельку, ежики смеются. Да, Анна, действительно, Анна Тобольская. Шура, пригласи Руслана Кацабу. Нет пока с ним что-то связи. Что-то я ему писал, но это там что поменялось. В общем, Шелест ботом отвечает. Вот это пишет Зинур. Зинур, а вы кто? Ну вот смотрите. Вот вы говорите, Шелест ботом отвечает. А, нет, тут сейчас не открою, чтобы было видно. Так, скоро в Европе те, кто успел убежать, появится новая каста олигархов, избыточных. И эти будут 100%. Добрый вечер, смотрю каждый день. Спасибо за работу. Привет из Ханты-Мансийского автономного округа. Зарина Рахманова, привет и вам. Ханты-Мансийск. Шелест Не, Гордон не пойдет и приглашать не буду. Вы что?
Так, пойду слушать наши новости. Это полный бред, Татьяна. Идите и слушайте ваши новости. У вас там американский флаг. Давайте. Сейчас вам расскажут, как поймали убийцу. Свой прогноз... Так, Шелест, ты веришь в свой прогноз 25-й или успокаиваешь? Пысы, я не однофамилец. То и самое. Андрей Безуглый пишет. Смотрите, я верю в этот прогноз, что до конца года все закончится. Может быть, там с какой-то там, не знаю, там, знаете, вот это там, давайте после Нового года, вот это, типа, ну, может, подпишут после Нового года, ну, образно, да. Но я думаю, что вот я верю в свой прогноз. Успокаивает он, возможно, для кого-то как успокоительное. Я еще раз говорю, я верю в этот прогноз по тем событиям, которые происходят последние, например, 2-3 недели, месяц. Этот прогноз абсолютно непопулярен и нереален, но я все равно его придерживаюсь, потому что я считаю это правильно. Правильно, и все можно грамотно закончить. Более того, если все грамотно закончить, по-нормальному, и Россия будет помогать включаться, и Беларусь вообще будет играть первую скрипку, видите, говорю, скрипку в урегулировании. Венгры тут тоже. Можно наоборот, вот как ежик этот, дикообраз, да? К нему ж хрен подойдешь, дикообразу. Он же железный, иголки распушил, от него все шарахаются. А когда иголочки, опа, или повыдергают, или вот это вот все сложат и вот так завяжут его, так все потянутся к нему, сю-сю, какая мордочка, давай тут, давай это. Все ж, если, смотрите, это же тоже заразная идея окончания войны. Нам почему-то все говорят, что идея продолжения войны, она вот и там и деньги, и там и то. Нет. Идея окончания войны, она тоже заразная. Вот сегодня там депутат Евгений Шевченко, который в форме ГУР приходил, у меня на эфирах бывал часто, который сидит долго в этом СИЗО. То есть по нему закончили дело. ГБР отчитались. Дело. Все. Пожизненное. Будут просить у суда. Суд там дальше будет. Ему он там какие-то миллионы украл, пророссийским блогерам давал интервью, нарративы распространял. Госизмена у него там, Беларусь. То есть, ну вы понимаете? Человек говорил, партия мира, давайте мириться. Его очень не любили там, которые приходят из Российской Федерации, разных регионов. Он тоже не говорит, какая он говорит, надднепрянская идеология должна быть, ну, типа центральная по Днепру. Потому что у нас был Запад, вот тут Донбасс специфический, Запад специфический, надо что посередине. Ну, там понятно, что Тимошенко, там и Кучма, это все было, ну, в общем... типа посредине. Дело не в этом. Все равно продались и на Запад и так далее. Ну там хоть какой-то... О мире было все. О мире. Посадили его, когда избрали Трампа, а этот начал писать там, ну что, Вова, давай, типа, иди договаривайся, Трамп уже здесь. Сильно, получается, поверил в этого Трампа. Ну вот все пожизненно. Вот сейчас будут судиться. Может, скостят там до какого-то другого срока. Это ведь тоже о мире. Это тоже была позиция о мире. Так. Так, Саша, спасибо. Спасибо большое. Спасибо и вам. Сами украинцы должны понять, чем ближе Россия и Беларусь, никто не будет с Европой. С США далеко не уйдете. Здравствуйте. Возможно ли дебаты между российскими и украинскими экспертами, ломами у вас на канале? Российскими экспертами и ломами украинскими, которые в Украине, думаю, вряд ли. Там со мной так, со скрипом дают, ну, интервью, да, в плане там, а вдруг что, чтобы что никто не пришел. А с российскими, думаю, вряд ли. Ну, понятно. Саша, вернись в действительность. Смотрите, вам вообще не нравится на ночь вот это в пятницу вечер, да, какие-то там, ну, вот такие размышления. То есть вообще... Ну так, напишите в комментариях, в чем, вот скажите, вот в чем не прав. То, что не надо писать, будет вот так, или там, будет вот так. Почему не может быть так, вот так, почему, как я описал, не может быть. Да так это и будет, просто соус немножко там, в зависимости от степени проигрыша в войне, понимаете, в зависимости от степени проигрыша. Сейчас на самом деле очень удобная ситуация. Пол Купянска нет. Кто что-то видел?
Никто ничего не видел. Пол Купянска нет, война идет. Вы видели там какие-то аналитику, Нету города, который был тоже в фортеце, который отбили, который там, Купянск, важный узловой центр. Покровск, как дела? Кто-то видел Покровск? Показывают очень редко иногда вот эти кадры, а вот специально кто-то вот на регулярной основе показывает нам кадры, что осталось от города? Нет. Очень редко, там с периодичностью раз в месяц. Нет, российская сторона, возможно, показывает чаще, ну, именно вот с дрона, облеты. Я помню, можно было спокойно посмотреть там свою улицу, свой дом найти на этих, прогулках, да, по руинам. Этого не показывают. Как вы думаете, почему? Да чтоб у людей не возникало этой картинки в голове, когда они слышат название слова Купянск. А там крепость или еще что-то. Все. Надо показывать, и все сразу станет на свои места. Показывать. А то у нас сейчас начинают сравнивать разрушения. Да это тут в окно залетел дрон, ничего страшного, раму поменяем-то и все хорошо. Это не, это ФАП упал. ФАП это да. Вы идиоты. Это неправильно. Это не должно было быть ни дрона, ни ФАБа. Должна была жива и бабушка быть, вот эта, которая в селе, и, собственно, это в квартире, которая там поймала своей квартирой дрон. Они должны жить были дальше. И целое все должно было быть. Ну вот, например, в Волынской области потрясающая история. Помните, все смеялись над российскими пилотами, ха-ха-ха, туда-сюда, сбросили вот эти ФАБы на Белгород. Сход боеприпаса называется, то есть, сошел, открылось там, что, в общем, упал боеприпас, один там что взорвался, другой, я помню, разминировали, там просто лежал. Точно такая же история, там, украинский летчик тренировался на самолете, на каком не говорят, и, в общем, сошел боеприпас, все, хаты нет. Что говорит мужик? Говорит, хорошо, дома никого не было, сгорели деньги, сгорели документы, сгорело все, там сарай, хату вывернуло, все, нету ничего. Это на Волыне. И говорит, а как я дальше? Пока там как-то восстанавливать документы, что-то стараться. Живу у родственников. Никто ничем не помог. К родственникам. Вперед. Так, друзья, давайте заглянем в... еще просто, чтобы не забыл, а то, значит, могу, как говорится... Могу забыть. Колобок, куда мы катимся. Значит, друзья, спасибо всем большое за сегодняшний вечер. Вот как всегда, думал там, часочек, там, как-то по-быстрому. Видите, все равно 2 часа получилось. Пишите в комментариях, много это, мало это, понравилось, не понравилось. Шелест там нарассказывал фантазии на ночь, воскресенье, все будет жестко по-другому. Смотрите, верите апокалиптикам, да? Верьте. Но надо немножко думать о будущем, хоть пытаться хоть чуть-чуть в этом ужасе наладить какое-то понимание того, что происходит в позитивном ключе. Не в идеологическом позитивном ключе. Никто не будет там заставлять никого и не заставит никогда уже там побрататься. Причем как россиянина, там, чей сын не вернулся, да, с СВО, так и украинца, чей сын в земле остался, да, и там останки его гоняли туда-сюда, а потом похоронить 15 миллионов будут платить 80 месяцев. Нет, вот эти все, они не смогут обняться и побрататься. Для этого должно пройти время и грамотные шаги управленческие или какие-то там не идеологические, а такие идеи там раз. И тогда все-таки мир придет. Все-таки надеюсь я на мир. И вам тоже. Большое спасибо, что разделяете, по крайней мере, мою надежду. Сами не разделяйте, не отмахивайтесь от того, что здесь слышите. Это был Шум. Всем добра и света, доброй ночи. Хорошо пошумели.